Всем привет, здравствуйте, меня зовут Илья, это канал Изучаем C++ вместе, и мы переходим к новой книге. А именно мы переходим к книге Стивена Пратта и будем ее изучать. Тут у нас есть 6-е издание, достаточно свеженькое, и говорят, книга-то такая-то ж мощная, и то, что в ней там 1000 страниц, это все нам, как говорится, на руку. Поэтому сегодня мы начнем с вами изучать первую главу, здесь не будет кода, здесь не будет ничего такого, просто будет такое введение в C++, еще раз вспомним это с вами дело, повторением от учения, и разберем в этой главе историю, философию развития языков C и C++, сравнение процедурного и объектно-ориентированного программирования, добавление принципов все, читать разучился. Добавление принципов объектно-ориентированного программирования в язык C, добавление принципов обобщенного программирования в язык C, стандарты языков программирования и порядок создания программ. В общем, вот такая вот у нас сегодня глава. Не знаю, успеем ли мы ее разобрать за этот ролик всю или нет. Посмотрим, как мой рот будет читать все вот это вот. Но в любом случае, я вас поздравляю, мы перешли с вами к новой книге. И она, я думаю, что по своей структуре будет лучше, чем... В смысле, не книга будет лучше, а уроки будут, и вот эти наши занятия будут лучше, чем с книгой Сиддхартха, потому что тогда ролики были очень длинные, по часу, по полтора, начальные, да, пока я пришел вот к этой системе роликов по плюс-минус полчаса, чтобы вы, как зрители, посмотрели, усвоили, поняли, и все было прекрасно. Ну и я тоже, чтобы не мучился по полтора-два часа. В общем... Окей, если, как говорится, согласны со всем этим и рады новой книге, то, как всегда, не забываем, господа, ставить лайк и подписываться на канал, потому что мы красавчики за последние 28 дней. Время просмотра с подписчиками 63 почти процента, мы побили наш челлендж 60%, я думал, это невозможно, но вы замечательные, замечательные и замечательные еще раз. Поэтому нажимайте на колокольчик, много-много интересного и нового по C++, изучаем здесь, разбираемся, стараемся и все в этом духе. Давайте челлендж 70% теперь. Вот это, наверное, точно уже невозможно, но кто знает. Поэтому подписываемся на канал и смотрим ролики. Окей, поехали. Начало работы с C++. В этой главе мы разберем то, что уже говорилось, и, собственно, поехали. Добро пожаловать в C++. Этот удивительный... звук есть? Есть, ладно. Этот удивительный язык, сочетающий в себе функциональные возможности языка C и принципы объектно-ориентированного и обобщенного программирования, в 90-х годах прошлого столетия занял лидирующую позицию среди существующих языков программирования, продолжая удерживать ее и в 2000-х годах. Своим происхождением он обязан языку программирования C, поэтому ему свойственны такие характеристики, как эффективность, компактность, быстродействие и переносимость. Переносимость, да. Я его не переношу, да? Ладно, так, шуточки в сторону. Благодаря принципам объектной ориентации, язык программирования C++ предлагает новую методологию программирования, которая позволяет решать современные задачи, степень сложности которых постоянно растет. Благодаря возможности использования шаблонов, язык C++ предлагает еще одну новую методологию – обобщенное программирование. Во всем этом есть свои положительные и отрицательные стороны. В конечном счете C++ является очень мощным языком программирования, но вместе с тем на его изучение можно потратить довольно много времени. И мы готовы с вами этим жертвовать. Мы начнем с небольшого экскурса в историю происхождения языка C++, а затем перейдем к основным правилам создания программ на C++. Оставшаяся часть книги будет сконцентрирована на том, чтобы научить читателя, нас с вами, да, программированию на языке C++. Вначале мы рассмотрим простые основы языка, после чего приступим к изучению объектно-ориентированного программирования, оно же ООП, освоим весь его жаргон, объекты, классы, инкапсуляцию, сокрытие данных, полиморфизм и наследование. И напоследок перейдем к изучению обобщенного программирования. Естественно, по мере изучения C++, эти профессиональные термины перейдут из разряда модных словечек в лексикон обычного разработчика. Окей, next. Изучение языка C++, с чем придется иметь дело. В языке программирования C++ объединены три отдельные категории программирования. Процедурный язык, представленный C, объектно-ориентированный язык, представленный расширениями в форме классов, которые C++ добавляет к C, и обобщенное программирование, поддерживаемое шаблонами C++. В этой главе как раз и рассматриваются упомянутые категории. Однако прежде всего давайте разберемся с тем, как эти категории влияют на изучение C++.
Одна из причин использования языка C++ связана с желанием получить в свое распоряжение возможности объектной ориентации. Для этого вы должны обладать навыками работы со стандартным языком C, который предлагает для C++ базовые типы, операции, управляющие структуры и синтаксические правила. Поэтому, зная язык программирования C, вы можете смело приступать к изучению C++. Но я 9 месяцев назад, когда начал изучать C++, не знал языка C, и, понятное дело, что если бы я его, например, знал, мне бы было бы проще, но даже без знания C можно изучать плюсы, и вот он, я здесь. Так что не переживайте, если вы не изучали C, но просто будет сложнее. Было бы проще, если бы вы изучали C. Окей. Это, однако, вовсе не означает, что вам предостаточно будет изучить одни лишь ключевые слова и конструкции. Переход от C к C++ может потребовать столько же усилий, сколько изучение языка C с самого начала. Кроме этого, если вы знакомы с языком C, то при переходе к C++ вы должны будете отказаться от привычного вам способа написания программ. Если вы не знаете C, то для изучения языка C++ вам придется освоить компоненты языка C, компоненты ООП и обобщенные компоненты, но, по крайней мере, вам не придется забывать привычный способ написания программ. Да, то есть получается хорошо, что C не изучал, да? Если у вас начинает складываться впечатление, что для изучения языка программирования C++ придется хорошенько напрячь свои умственные способности, то вы не ошибаетесь. Это по факту. Головеха начинает работать прям хорошо. И должна работать хорошо. Эта книга послужит хорошим помощником в процессе обучения, поэтому мы сможем сэкономить свои силы. Настоящая книга построена таким образом, что в ней рассматриваются как элементы языка C, лежащего в основе C++, так и новые компоненты. Поэтому она будет полезна даже для неподготовленных читателей. Процесс обучения начинается с рассмотрения функциональных возможностей, общих для обеих языков. Даже если вы знаете язык C, эта часть книги окажется полезным повторением. В ней уделено внимание концепциям, значение которых будет раскрыто позже, и показаны различия между C++ и C. После того, как вы усвоите основы языка C, мы перейдем к знакомству с суперструктурой C++. И с этого момента мы займемся рассмотрением объектов и классов, и вы узнаете, как они реализованы в C++. Затем мы обратимся к шаблону. Эта книга не является полным справочником по языку C++, а я в свое время не являюсь учителем по C++. Мы здесь с вами изучаем, я такой же, как и вы, ученик. Это просто, чтобы мы расставили точечки над «и», да? Вот. И в ней не рассматриваются все его тонкости, однако у вас есть возможность изучить большинство основных особенностей языка, в том числе шаблоны, исключения, пространства имен. А теперь давайте посмотрим вкратце историю происхождения языка C. История языка C, немного истории. Развитие компьютерных технологий в течение последних нескольких десятков лет происходило удивительно быстрыми темпами. Современные ноутбуки могут производить вычисления гораздо быстрее и хранить намного больше информации, чем вычислительные машины 60-х годов прошлого столетия. Очень немногие программисты могут вспомнить, как им приходилось возиться с колодами перфокарт, чтобы загрузить их в огромную компьютерную структуру, занимающую отдельную комнату и имеющую немыслимый по тем временам объем памяти 100 килобайт, намного меньше, чем в настоящее время располагает рядовой смартфон. В ногу со временем развивались и языки программирования. Их развитие не было столь впечатляющим, однако имело огромное значение. Для больших и мощных компьютеров требовалось более сложные программы, для которых, в свою очередь, нужно было решать новые задачи управления и сопровождения программ. В 70-х годах прошлого столетия такие языки программирования, как C и Pascal, способствовали зарождению эры структурного программирования, привнесшего столь необходимый на то время порядок и дисциплину. Помимо того, что язык C предлагал инструментальные средства для структурного программирования, с его помощью можно было создавать компактно быстро выполняющие программы, а также справляться с решением аппаратных задач, например, с управлением коммуникационными портами и дисковыми носителями. Благодаря этим характеристикам в 80-х годах язык C стал доминирующим языком программирования. Наряду с ростом популярности языка C зарождалась и новая парадигма программирования – объектно-ориентированное программирование или же ООП, которое было реализовано в таких языках, как Smalltalk и C++. Давайте рассмотрим взаимоотношения языка C и ООП более подробно. Язык программирования C. В начале 70-х годов прошлого столетия Деннис Ритчи, сотрудник компании Bell Laboratories, участвовал в проекте по разработке операционной системы Unix, операционная система OS, операционная система. Представляет собой
смысле операционная система, представляет собой набор программ, предназначенных для управления аппаратными ресурсами и обслуживанием взаимодействия пользователя и компьютера. Так, например, именно ОС выводит на экран монитора системное приглашение в терминальном интерфейсе, управляет окнами и мышью в графическом интерфейсе и запускает программы на выполнение. В своей работе Риччи нуждался в языке программирования, который был бы лаконичным, с помощью которого можно было бы создавать компактные быстрые выполнения программы, и посредством которого можно было бы эффективно управлять аппаратными средствами. По сложившейся на то время традиции программисты использовали для решения этих задач, так меня понесло, будет смешно мне, этих задач язык ассемблера, тесно связанный с внутренним машинным языком. Однако язык ассемблера является языком низкого уровня, то есть он работает непосредственно с оборудованием, например, напрямую обращается к регистрам центрального процессора и ячейкам памяти. Таким образом, язык ассемблера является специфическим для каждого процессора компьютера. Поэтому, если вы хотите, чтобы ассемблерная программа, написанная для компьютера одного типа, могла работать на компьютере другого типа, то, возможно, вам придется полностью переписать программу на другом языке ассемблера. Эта ситуация похожа на то, когда вы приобрели новый автомобиль и обнаружили, что конструкторы изменили расположение рычагов управления и их назначение, поэтому вам теперь нужно заново научиться водить машину. А то какая неприятная ситуация. Однако операционная система Unix предназначалась для работы на самых разнообразных типах компьютеров или платформ. Таким образом, это предполагало использование языка программирования высокого уровня. Такой язык ориентирован на решение задач, а не на обслуживание определенного оборудования. Специальные программы, называемые компиляторами, переводят язык программирования высокого уровня на внутренний язык определенного компьютера. Да, запомнили хорошее слово компилятор. Компилятор переводит язык программирования высокого уровня на внутренний язык определенного компьютера. Поэтому одну и ту же программу, написанную на языке программирования высокого уровня, можно запускать на различных платформах, применяя разные компиляторы. Ричи необходим был язык, который сочетал бы в себе эффективность языка низкого уровня и возможность доступа к аппаратным средствам с универсальностью и переносимостью языка высокого уровня. Поэтому, основываясь на старых языках программирования, он создал язык C. Прикиньте, создал язык C. Ну, в смысле, просто создал язык программирования. Мощный. Философия программирования на языке C. Поскольку C++ прививает языку C новые принципы программирования, мы должны сначала изучить философию программирования на языке C. В общем случае, компьютерные языки имеют дело с двумя концепциями – данные и алгоритмы. Данные – это информация, которую использует и обрабатывает программа. Алгоритмы – это методы, используемые программой. Рисунок 1.1. Вот у нас есть данные, есть алгоритм, есть программа. Данные – полстакана масла, стакан сахара, 2 яйца. Алгоритм «сбейте масло», постепенно добавляйте сахар, разбейте яйца. И программа данный пришел алгоритм равно программа. Хорошо. Как и большинство распространенных в то время языков программирования, язык C был процедурным языком программирования. Вот это подчеркнуто, а определение не дано, да? Ну хорошо, ладно. Но знаете, что вот это вот надо бы догуглить самим, да? По факту так. Что такое данные, что такое алгоритм, что такое процедура, просто... Хочу вам сказать, да, что там в начале книги было написано, что если шрифт как прописной, да, значит это какое-то понятие. И надо бы его подгуглить так-то, по-хорошему. Но это так, на будущее. В общем, язык C был процедурным языком программирования. Это означает, что в этот язык акцент ставится на обработку данных с помощью алгоритмов. Запомнили? Процедурный язык – это тот язык, в который акцент ставится на обработку данных с помощью алгоритмов. Хорошо. Суть процедурного программирования заключается в том, чтобы запланировать действия, которые должен предпринять компьютер, и с помощью языка программирования их реализовать. В программе предварительно описывается некоторое количество процедур, которые должен будет выполнить компьютер, чтобы получить определенный результат. Здесь в качестве примера можно упомянуть кулинарный рецепт, в котором записан порядок действий, выполнив который кондитер может получить пирог. В ранних процедурных языках программирования, в которых относятся Fortran и Basic, с увеличением размера программ возникали организационные проблемы. Например, в программах часто используются операторы ветвления, которые передают выполнение тому или иному набору инструкций в зависимости от результата проверки. В большинстве старых программ было настолько много запутанных переходов, на профессиональном жаргоне это называется спагетти-кодом, что
При прочтении программы практически невозможно было понять, и попытка модифицировать такую программу сулила одни неприятности. Чтобы выйти из ситуации такого рода, специалисты по вычислительной технике разработали более дисциплинированные стили программирования, называемые структурным программированием. Язык программирования C обладает всеми возможностями для реализации этого подхода. Например, структурное программирование ограничивает ветвление, выбор следующих инструкций для выполнения, небольшим набором удобных и гибких инструкций. В языке C эти конструкции, такие как циклы for while и do while и оператор if-else, включены в его словарь. Другим новшеством было так называемое нисходящее проектирование. В языке C эта идея состояла в том, чтобы разделить большую программу на небольшие, поддающиеся управлению задачи. Если после разбиения одна из задач все равно остается крупной, этот процесс продолжается до тех пор, пока программа не будет разделена на небольшие модули, с которыми будет просто работать. Организуйте свой процесс обучения, ах нет, приведите в порядок свой рабочий стол, картотеку и наведите порядок на книжных полках, ах нет, начните со стола, наведите порядок в каждом выдвижном ящике, начиная со среднего. Да, судя по всему, справиться с задачей вполне реально. Да. Надо бы пропылесосить. Этот подход вполне осуществим в языке C, так как он позволяет разрабатывать программные модули, называемые функциями, которые отвечают за выполнение конкретной задачи. Как вы могли заметить, в структурном программировании отображено процедурное программирование, в том смысле, что программа представляется в виде действий, которые она должна выполнить. Переход к C++ объектно-ориентированное программирование. Несмотря на то, что принципы структурного программирования делают сопровождение программ более ясным, надежным и простым, написать большую программу все еще было непросто. Новый подход к решению этой проблемы был воплощен в объектно-ориентированном программировании, оно же ООП. В отличие от процедурного программирования, в котором акцент делается на алгоритмах, в ООП во главу угла поставлены данные. Вместо того, чтобы пытаться решить задачу, приспосабливая ее к процедурному подходу в языке программирования, в ООП язык программирования приспосабливается к решению задачи. Тяжко. Суть заключается в том, чтобы создать такие формы данных, которые могли бы выразить важные характеристики решаемой задачи. В языке программирования C++ существует понятие класса, который представляет собой спецификацию, описывающую такую новую форму данных, и объекта, который представляет собой индивидуальную структуру данных, созданную в соответствии с этой спецификацией. Пока что все тяжело, но будут когда примеры, все будет хорошо. А так пока все это тяжко для воспринимания. Но вот мне, например, уже не тяжко, потому что я-то вот это уже было в книгах других, да? Но если вы вдруг новичок, не переживайте, если ничего не понятно, это нормально. Например, класс может описывать общие свойства руководителя компании, фамилия, занимаемая должность, годовой доход, необычные способности и тому подобное. А объект может представлять конкретного человека, например, Гилфорд Шип. В общем, сложно. Вице-президент компании, годовой доход составляет $1 миллион, умеет восстанавливать системный реестр Windows. В общем, класс описывает, какие данные используются для отображения объекта и какие операции могут быть выполнены над этими данными. Можно, например, определить класс для описания прямоугольника, часть касающихся данных. Этой спецификации может включать расположение вершин прямоугольника, высоту и ширину, цвет и стиль линий контура, а также цвет шаблона для закраски прямоугольника. Часть касающихся операций этой спецификации может содержать методы для перемещения прямоугольника, изменения его размеров, вращения, изменения цвета, шаблонов, а также копирования прямоугольника в другой прямоугольник и так далее. Если позже вы воспользуетесь этой программой для рисования прямоугольника, она сможет создать объект в соответствии с его описанием. Объект будет содержать все значения данных, описывающие прямоугольник, и для изменения прямоугольника можно применять методы класса. Если вы нарисуете два прямоугольника, программа создаст два объекта, по одному для каждого из прямоугольников. Подход к проектированию программ, применяемым в ООП, заключается в том, чтобы сначала спроектировать классы в точности, представляющие все элементы, с которыми будет работать программа. Например, программа рисования может работать с классами, представляющими прямоугольники, линии, окружности, кисти, перья и тому подобное. В описании классов, как вы теперь уже знаете, указываются разрешенные операции для каждого класса, такие как переменные, окружности или вращение линий. Затем можно продолжить процесс разработки программы уже с помощью объектов этих классов. Процесс перехода с нижнего уровня организации, например, с классов до верхнего уровня проектирования программ, называется восходящим программированием. Становится как-то тяжеловато уже воспринимать все это дело.
А читать тут еще достаточно многовато, поэтому я думаю, что нужно будет делать паузу. Потому что это мне тяжеловато читать, представляю, насколько тяжеловато вам слушать и хотя бы пытаться чуть-чуть вникнуть в то, что происходит, да? Окей, собственно, где мы там остановились для каждого входящего программирования, вот оно, да? ООП возникает не только ООП позволяет не только связывать данные методы в единственное определение класса. Например, ООП упрощает создание повторного использования кода, что позволяет иногда сократить большой объем работы. Сокрытие информации позволяет предотвратить несанкционированный доступ к данным. Благодаря полиморфизму можно создать множество описаний для операций и функций с программным контекстом, определяющим, какое описание используется. Благодаря наследованию можно порождать новые классы на основе существующих классов. Как видите, ООП приводит множество новых идей, в отличие от процедурного программирования, является другим принципом программирования. Вместо того, чтобы сосредоточиться на задачах, вы концентрируете внимание на концепциях представления. В некоторых случаях вместо нисходящего можно применить восходящий подход. Все эти вопросы, сопровождаемые простыми и понятными примерами, будут рассмотрены в данной книге. Спроектировать полезный и надежный класс не так-то просто. К счастью, языки объектно-ориентированного программирования упрощают встраивание существующих классов и в решаемые задачи. Поставщики программного обеспечения предлагают большое количество полезных библиотек классов, в том числе библиотеки, упрощающие написание программ для сред вроде Windows или Macintosh. Однако, из замечательных преимуществ языка C++ заключается в том, что он позволяет без особых сложностей использовать повторно и адаптировать существующий надежный код. Давайте вот здесь мы поставим паузу на этом первом занятии, потому что уже становится мне тяжело читать, а вам тяжело воспринимать 100%. Не переживайте, если вы каких-то слов сейчас не понимали и что-то для вас кажется совсем абсолютно непонятным и страшным, это нормально. Просто здесь в начале книги приводится вот какая-то небольшая историческая справка, небольшое историческое что-то вот это, чтобы вы просто сначала поняли, как там было сказано, чтобы вот начало думать. И если ничего не понятно, пока что все прекрасно. Дальше мы будем все понятия разбирать более конкретно и более, то есть прям разбирать их, да. Здесь просто пока начало книги, пока без листингов, пока без каких-то либо определений и все вот это вот. Вот, поэтому не переживайте. Если чего-то непонятно, дальше будет лучше. И непонятно тоже будет много, но в любом случае. Ладно. Давайте на этом поставим паузу на этом первом занятии. Во-первых, я хочу вас поздравить. Большие молодцы. Значит, у нас с вами первое занятие по прату сделано. И вот эта большая-большая и замечательная книга будет нами с вами разобрана. Сколько мы потратим на это времени, уже вопрос. Но в любом случае, как всегда, не забывайте, господа, ставить лайк и подписываться на канал, потому что напоминаю, что за последние 28 дней контент с подпиской посмотрели 63 почти процента зрителей. Чудеснейший результат, но раз смогли 63, давайте 70 пытаться. Челлендж у нас с вами 70%, поэтому прожимайте лайк, нажимайте на колокольчик, увидели новый ролик, обязательно заходите и изучайте вместе с нами язык программирования C++. Меня зовут Илья, это канал «Изучаем C++ вместе», это плейлист, посвященный книге Стивену Прата, соответственно, про C++. Увидимся с вами в следующих роликах, всем пока.